В этом видео вы узнаете 12 полезных рецептов подкормок для ваших растений и цветов, используя аптечные таблетки, которые наверняка есть у вас под рукой дома. Возможно использование таблеток с просроченным сроком годности, что экономически является даже выгодным. Надеюсь, это видео будет не только интересным, но и полезным для вас. Вы обнаружите новые, ранее неизвестные вам рецепты, поэтому обязательно досмотрите ролик до конца, чтобы не упустить ни одного из них. Первый рецепт подкормки включает использование таблеток под названием Аспаркам. Эти таблетки содержат магний и калий. Калий необходим растениям для обильного цветения, а магний отвечает за образование хлорофилла в листьях. При недостатке магния у растений листья начинают становиться желтыми, рост замедляется, а цветение становится неполноценным. Подкормка будет особенно полезной для тех цветов, которые не проявляют желания цвести, а также для уже цветущих растений, усиливая их цветение и делая его более ярким и продолжительным. Таблетки в дозировке 500 мг можно помещать непосредственно в горшок с цветком, 1 или 2 таблетки в зависимости от размера растения. Для этого просто закапываем таблетку в грунт, после чего обильно поливаем водой. Также возможен вариант с приготовлением водного раствора подкормки. Растворите 1 таблетку препарата в литре воды и полейте цветок по влажной почве. Этот метод подкормки можно повторять 1 раз в 2-3 недели. Есть аналогичные таблетки, как Аспаркам, называются они Аспармак. В отличие от Аспаркама, они содержат не только калий и магний, но также витамин В6 и аспарагиновую кислоту, являющейся природной аминокислотой, стимулирующей рост и участвующей в различных обменных процессах у растений. Эти таблетки также можно применять для подкормки. В горшок с растением можно добавлять 1 или 2 таблетки в зависимости от его размера. Также возможен вариант подкормки в виде водного раствора. 1 таблетку разведите в 1 литре воды и затем поливайте растения по влажной земле. Соблюдайте частоту подкормки, повторяя процедуру 1 раз в 2-3 недели. Еще один вариант подкормки готовится из таблеток, которые называются глицин. Глицин представляет собой природную аминокислоту, также полезную для растений. Он действует как хелатор микроэлементов, улучшая усвоение питательных веществ корнями растений из почвы. Такая подкормка способствует повышению концентрации хлорофилла в листьях растений, что в свою очередь благотворно влияет на рост листвы, побегов и бутонов, положительно сказываясь на цветении. Для приготовления этой подкормки растворите 1 таблетку глицина 100 мг в 1 литре воды и поливайте цветок под корень по влажной земле. Или более эффективным способом может быть опрыскивание растения по листу. Этот метод позволяет эффективнее распределить питательные вещества, способствуя здоровому росту и развитию растения. Еще один полезный рецепт подкормки включает использование таблеток аспирина. Содержащаяся в них салициловая кислота является природным стимулятором роста и развития растений. Это вещество способствует восстановлению слабых цветов, повышает их иммунитет и укрепляет стрессоустойчивость. Он также стимулирует активный рост листвы, побегов и способствует обильному цветению, делая такую подкормку эффективной. Однако при использовании таблеток аспирина нужно выполнить определенные шаги. Проблема заключается в том, что салициловая кислота в форме таблеток плохо усваивается растениями. Для преодоления этого 1,5 литра воды влейте в кастрюлю и добавьте 1 полграммовую таблетку. Тщательно измельчите таблетку, закройте кастрюлю крышкой, доведите раствор до кипения и кипятите 10 минут. Затем снимите с огня и, дав раствору остыть, вы можете использовать его для опрыскивания цветов по листу в вечернее время. Повторяйте такую подкормку 1 раз в 2-3 недели для достижения наилучших результатов. Для следующей подкормки мы можем использовать таблетки, которые называются глюконат кальция. Эти таблетки содержат кальций, который является важным макроэлементом для растений. Кальций участвует во многих процессах у растений. Он регулирует водный баланс, обеспечивает передвижение питательных веществ, участвует в процессах усвоения азота, стимулирует рост и развитие корневой системы. Кроме того, кальций укрепляет клеточные стенки растений, делая их устойчивыми к некоторым вредителям и различным заболеваниям.
Для приготовления подкормки растворите одну измельченную полграммовую таблетку в 1 литре воды, затем полейте цветы под корень по влажной земле. Повторяйте подкормку 1 раз в 3 недели. Этот метод позволит обеспечить растения кальцием, необходимым для их здоровья, роста и развития. Для следующей подкормки мы можем использовать таблетки, называемые триптофаном. Триптофан – это аминокислота, которая укрепляет растения, предотвращая возникновение различных стрессов, которые могут замедлить их рост и развитие. Такие стрессы могут возникнуть после пересадки, в период засухи, холода или при изменении местоположения растения. Для приготовления полезной подкормки растворите содержимое 2 капсул триптофана в 1 литре воды, затем опрыскайте цветок по листу. Этот способ подкормки поможет растению справиться с возможными стрессами, поддерживая его здоровье и способствуя более активному росту и развитию. Повторяйте данную процедуру с периодичностью, необходимой для поддержания благоприятных условий для растения. Теперь давайте рассмотрим довольно необычную подкормку на основе препарата под названием нитроглицерин, в состав которого входят азот и глицерин. Азот является важным макроэлементом, участвующим в практически всех процессах у растений. Он способствует улучшению роста и развития, делает листву насыщенного зеленого цвета. Недостаток азота может привести к желтению и опаданию нижних листьев, а растение перестанет активно расти и цвести. Глицерин, в свою очередь, служит источником энергии для роста как цветов, так и полезных почвенных микроорганизмов. Он стимулирует рост растений, повышает их иммунитет, устойчивость к стрессам и заболеваниям. Для приготовления подкормки растворите 10 таблеток нитроглицерина по 0,5 мг в 1 литре воды. Затем полейте цветы под корень по влажной почве или сделайте опрыскивание по листу. Повторяйте подкормку 1 раз в 2 недели для декоративно-лиственных растений и раз в 3-4 недели для цветущих. Такой раствор поможет обеспечить растения необходимыми микроэлементами для здоровья и оптимального роста. Следующая подкормка готовится из гидроперита, содержащего азот и перекись водорода. Перекись водорода способствует улучшению роста и развития корневой системы, что положительно влияет на общее состояние растений. Для приготовления подкормки растворите 1 таблетку гидроперита в 1 литре воды. Затем полейте цветок по влажной земле или сделайте опрыскивание по листу. Такую подкормку для декоративно-лиственных растений можно применять 1 раз в 2 недели, а для цветущих достаточно 1 раза в месяц. Этот метод обеспечит растения необходимыми элементами для поддержания здоровья и стимулирования их роста и развития. Для следующей подкормки мы можем использовать таблетки, которые называются калий-йодид. Эти таблетки содержат йод, микроэлемент, который необходим растениям в довольно небольших количествах, однако он улучшает их рост и развитие, повышает иммунитет и делает цветение более ярким, пышным и продолжительным. Для приготовления подкормки растворите 5 таблеток калия-йодида в 1 литре воды и проведите опрыскивание цветов по листу. Такую подкормку достаточно применять 1 раз в 3-4 недели. Этот метод обеспечит растениям необходимый йод, способствуя их общему здоровью, укрепляя их иммунитет и делая цветение более привлекательным и насыщенным. Следующий рецепт подкормки, вероятно, многим из вас уже известен. Она делается из всем нам известной янтарной кислоты. Янтарная кислота представляет собой уникальное природное вещество, которое стимулирует рост домашних растений, способствует развитию мощной корневой системы, улучшает иммунитет растений и снижает риск возникновения болезней. Растения, обработанные янтарной кислотой, лучше переносят стрессы, смену климата, переохлаждение, засуху, нападки вредителей и заболевания. Если ваша цель – ускорить рост новых побегов и листьев, а также получить пышное цветение, то эта подкормка будет особенно полезной. Для приготовления подкормки растворите 2 растертые таблетки янтарной кислоты по полграмма, содержащие 100 мг янтарной кислоты,
в 1 литре теплой воды. После приготовления раствора используйте его для опрыскивания по листу в вечернее время и для полива под корень по влажной почве. Подкормку эту можно повторять 1 раз в 2-3 недели, обеспечивая растения необходимыми элементами для активного роста и развития. Для следующей подкормки мы можем использовать таблетки, которые называются спирулина. Спирулина – это очень полезная водоросль, содержащая множество минеральных веществ, витаминов и аминокислот, которые укрепляют растения, повышают их иммунитет и стимулируют рост и обильное цветение. Для приготовления подкормки растворите 1 таблетку спирулины в 1 литре воды. Затем проведите опрыскивание по листу или полив под корень. Такую подкормку можно использовать для цветов 1 раз в 10-14 дней. Этот метод позволит растениям получить дополнительные питательные вещества, способствуя их развитию и стимулируя активный рост и цветение. Еще один рецепт для цветов из аптечной таблетки – это валидол. Благодаря валидолу можно предотвратить появление вредителей в цветочных горшках. Таблетки содержат особые эфиры, которые помогут отпугнуть различных мошек. Для приготовления подкормки растворите 1 таблетку валидола в 1 литре воды. Затем полейте цветок под корень. Этот метод поможет создать защитный барьер от вредителей и поддержать здоровье ваших растений. И помните, конечно, что не нужно все вышеперечисленные рецепты использовать одновременно. Просто выберите себе что-либо одно или несколько и применяйте для своих растений.